Процесс формирования пространства для электронных танцевальных миксов достаточно сильно отличается от работы с живой инструментальной музыкой. Но сегодня я дам вам несколько идей того, как сделать пространство ваших миксов сногсшибательным. Что ж, начинаем. Для начала послушаем микс, а дальше я покажу вам, какие пространственные обработки в нем используются. Начнем с барабанов. Выключу реверберацию. И реверберация никуда не исчезла. Дело в том, что большинство EDM мультитреков, которые я получаю на сведение, содержат какое-то количество пространственной обработки, поскольку продюсеры и саунд-дизайнеры уже на этапе создания тех или иных звуков внедряют некоторое пространство как часть тембра оригинальных инструментов. Поэтому моя задача как звукорежиссера в первую очередь дополнить уже созданное звучание, как-то укрепив его, обрамив и сделав более впечатляющим в итоговом звучании микса. Послушаем реверберацию малого барабана отдельно. Очень интересный характер звука, похожий на реальное помещение. Но это не совсем так. Здесь я использую новый плагин от D16 Space Rec, который моделирует отклик реального помещения, когда сигнал записывается с помощью традиционной техники. Громкоговорители, микрофоны, отклик помещения, все это снимается, и мы получаем что-то интересное на выходе. В нашем случае мы видим два динамика, два микрофона, left-right, схема размещения микрофонов, указанные расстояния как до динамиков, так и до помещения от микрофонов. В общем, все довольно реалистично. И как вы могли заметить, звучание также очень реалистичное. D16 славится качеством своих алгоритмов, и в новом плагине они также не подкачали. Но давайте посмотрим другие реверберационные модели. Возможно, они будут более интересно подчеркивать звучание малого барабана. Очень классный стереоэффект. Но мне нравится то звучание, которое уже было настроено. Тем не менее, я думаю, вы заметили, насколько сильно отличается звучание ревербератора при выборе различных реверберационных моделей. Здесь можно выбрать любой звук для любой ситуации обработки, что очень радует. Тем не менее, это довольно специфичный прибор, который подойдет не везде. Вы его также можете использовать и для создания более традиционных рок- или поп-миксов, но я предпочитаю использовать Space Rec на электронных треках, поскольку он добавляет некоторую такую приятную живость к синтетическим звукам, что не может не радовать. Давайте посмотрим что-нибудь еще. Друзья, сегодня мы разыграем 4 подарочных купона, которые вы сможете обменять на любой плагин D16 из серии Silverline. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях под этим видео оставить ответ на вопрос, какой ревербератор в танцевальных миксах вы используете чаще всего и почему. Напоминаю, что в розыгрыше будут участвовать комментарии только под видео на YouTube, поэтому оставляйте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. На дорожке Synth-Vermona я использую еще один ревербератор от D16 Tora Verb. Послушаем. Выключу реверберацию.
Как и в случае с малым барабаном, на оригинальной дорожке присутствует некий реверберационный хвост. Но я думаю, вы заметили, что моя реверберация несколько расширяет и уплотняет звучание инструмента, делая его более симпатичным и более приятным как в соло, так и в миксе. Послушаем еще раз. Очень живой, эмоциональный, анимированный отклик помещения, созданный торовербом. В отличие от Space Rec, это более традиционный ревербератор, в котором мы видим привычные ранние и поздние отражения, которые мы можем настроить, как нам заблагорассудится, настроить их баланс, добавить предзадержку. В общем, все довольно традиционно. Тем не менее, тороверб, на мой взгляд, прекрасно подходит для обработки синтезаторов. Его предшественник Toroverb 1 был одним из моих самых любимых ревербераторов для работы с электронными треками. И Toroverb 2 только развил и так шикарные мускулы первого плагина. Послушаем, как синт Vermona будет звучать в миксе, без реверберации и с реверберацией. Без реверберации синт несколько проваливался в миксе, и мы не могли отделить его от других инструментов аранжировки. А как только я включил реверберацию, мы сразу же услышали объем на фоне, и синт Vermona появился на наших радарах, при этом не выстреливая из микса и как-то из него не вываливаясь. В этом смысле Toroverb очень хорошо подчеркнул оригинальный тембр инструмента и сделал все, что нужно для его интеграции в микс. Давайте теперь посмотрим на кое-что более интересное. В портфолио D16 есть очень интересный мультитаб Sequence Delay Tecturon, который я чаще всего использую в качестве своеобразного ревербератора. Вы видите, что мы можем добавить 16 шагов дилея, настроить время между каждым из шагов, что при достаточно низких значениях этого параметра позволит создать мерцающее звучание реверберации, которая здесь нам и пригодится. Смогли услышать этот реверб? Изолируем дорожку. Выключаю Tecturon. Приятное объемное звучание синтезатора, но с помощью Tecturon я смог его углубить и сделать звучание ямы более воздушным и более глубоким. Шикарная текстура. Для каждой из линий задержек мы можем настроить массу параметров. Можем настроить обратную связь, панораму, расширение, которое здесь используется для создания эффекта реверба. Можем выбрать тип фильтров, настроить катов, резонанс. В общем, целая куча креативных возможностей, как для звукорежиссеров, так и для саунд-дизайнеров. Но послушаем, как вот этот инструмент будет звучать в миксе без Tecturon и как будет звучать с ним. Синт сейчас слишком выделяется. И нет достаточного объема. А теперь синт углубился в микс, но при этом стал более круглым. И все звучание теперь кажется намного более объемным. Шикарный прибор, который стоит попробовать каждому. Ну и еще один интересный пространственный процессор, который работает в этом миксе, это репитер.
Но что же он здесь сделает? Послушаем отдельно. Выключаю репитер. Опять включаю. Вы можете заметить, что короткие задержки позволяют добавить объем без лишних хвостов и лишнего размытия звучания в итоге. Синтезатор и так звучит приятно, ритмично, но дилей только усиливает эту ритмику. Здесь дилей выполняет функцию широкого слэпбэка, который, конечно же, работает как пинг-понг. То есть некоторые фракции звука, которые перетекают из левого канала в правый, тем самым несколько анимируя звучание синтезатора, что, конечно же, слушается довольно приятно в общем миксе. Давайте еще раз послушаем, как синтезатор работает в миксе без репитера и как работает с ним. После включения плагина в синтезаторе сразу появляется какой-то дополнительный слой объема. И этот объем передается всему миксу. Важно отметить, что когда мы работаем с танцевальными миксами, реверберация или дилей на каждом из инструментов влияют на ощущение пространства всего микса сразу. Это очень похоже на то, как в рокешных миксах мы добавляем реверберацию на малый барабан, и сразу все становится большим и объемным. Здесь в качестве малого барабана выступает абсолютно любой инструмент. Как вы видите, создание пространства танцевальных миксов — это довольно веселый и увлекательный процесс. Сегодня я показал вам несколько плагинов, а также вариантов их использования для создания прекрасного звучания пространства танцевальных миксов. Попробуйте эти приборы в вашей работе и напишите в комментариях, что думаете о них. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.